Приветствую всех из Риги, столицы Латвии, а конкретнее с ее железнодорожного вокзала, в который я прибыл на поезде Краслова-Рига. Так уж получилось, что после студенческих лет в местном политехе я в Риге, если и бывал, то, как правило, проездом в аэропорт. И вот сегодня у меня возникло небольшое дело, требующее моего кратковременного присутствия практически в центре Риги. И прикинув интервал движения поездов в обратном направлении, я понял, что у меня будет больше часа свободного времени. А так как я просто обожаю старинные улочки, а в Риге их есть, то вопрос, взять или не взять с собой видеокамеру даже не стоял. Маршрут движения сегодняшней прогулки я не готовил, потому как в Старой Риге, куда ни пойди, насколько я помню, везде интересно. Сейчас я вышел на привокзальную площадь. Это у нас торговый центр, прилегающий к железнодорожному вокзалу, площадь и сам вокзал. А мне надо строго вперед. Это у нас, я так понимаю, лежачий компас с нанесенным на циферблат названиями городов в указанном направлении. На нем есть еще несколько шкал, но в целом картина не привлекает толпы туристов, поэтому я пойду дальше. Причем надо перейти площадь так, чтобы потом меньше бегать вдоль дороги в поисках места с разрешенным переходом через проезжую часть. И я, кажется, уже вижу небольшую тусовку, постепенно увеличивающуюся в своем количестве, а с ними рядом светофор. Значит, мне туда. Коричневое здание в центре кадра есть бизнес-центр Навира Плаза, под которым при необходимости можно укрыться от дождя или града, что есть, безусловно, полезное качество. А вот и первая улица, которая называется Меркеля. Она появилась на свет в 1860 году, после сноса городских укреплений, и изначально называлась Большая Парковая. А сегодняшнее название улица получила в 1923 году в честь известного просветителя и публициста Карлиса Меркеля. Все здания на этой улице являются охраняемыми объектами архитектуры. А вот это белое здание является собственностью Рижского цирка, в котором я никогда не был и уже в силу возраста не буду. Но, если честно, в нашей жизни без того хватает цирка. Хотя все больше злого. Симпатичный дом через дорогу построен в 1895 году. Кстати, именно концом 19 столетия характеризуется год постройки большинства зданий улицы. И чтобы не быть голословным, вот этот красавец был построен в 1879 году, а упомянутые ранее здания Рижского цирка в 1888. Большую часть нечетной стороны улицы занимает Верманский сад. Это старейший парк на территории Риги. Он был основан в 1813 году на месте заболоченного участка местности. Особенно интересным обстоятельством при его возникновении стал тот факт, что идею о его строительстве выдвинул губернатор маркиз Филиппо Паулуччи, а его строительство профинансировали зажиточные горожане города. Среди последних особенно выделилась суммой своего пожертвования Анна Гертруда Верман, вклад которой в строительство парка составил 2000 рублей золотом. Именно в память об этом поступке парк и назвали Верманским. Я же тем временем вернулся к дороге, которая в этом месте еще называется улицей Меркеля. Но так будет только до перекрестка с бульваром Свободы, который уже виднеется спереди. Но, как оказалось, спереди виднеется не только бульвар, но и вот такая блестящая прелесть. Направление я запомнил, поэтому обязательно подойду посмотреть, что там находится под таким золотистым куполом. И вот анонсированный ранее перекресток с бульваром Свободы, откуда можно наблюдать две достопримечательности. Кстати, этот красивый особняк построен одновременно с Рижским цирком в 1888 году. А с другой стороны просматривается символ борьбы латвийцев за свою независимость, который так и называется «Памятник свободы». И стоит он в этом месте с 1935 года. После пересечения бульвара Свободы улица Меркеля становится бульваром Калпака. А этот симпатичный особняк был построен в 1778 году и являлся изначально собственностью Людвига Вильгельма Кирковиуса. Кстати, его проект разработал первый латвийский известный архитектор Янис Бауманис. В настоящее время в здании находится научная библиотека Латвийского университета. А напротив библиотеки расположился еще один известный парк Риги – Эспланада. И именно отсюда я вновь вижу знакомый золотистый купол,
который определенно не является единственным и под собой имеет довольно интересное в архитектурном плане здание. Все вместе это великолепие называется Рижский кафедральный собор. Он был построен в 1884 году как торжество православной религии в Лифляндской губернии. И даже сам император Александр II подарил храму 12 колоколов, главный из которых весил 820 пудов. Если хотите, умножьте эту цифру на 16 и узнаете вес колокола в килограммах. Кстати, службы в соборе проводились на 4 языках – на церковнославянском, латышском, эстонском и немецком. Но даже представители других конфессий приходили в храм, чтобы просто посмотреть на интерьер и порадоваться за православных, которым так повезло получить такую красоту. И как видите, съемка внутри храма запрещена. После Первой мировой войны с приобретением Латвии независимости для собора наступили тяжелые времена, которые закончились тем, что в 1964 году, уже во времена Советской Латвии, в храме обустроили Республиканский дом знаний. И лишь в 1991 году здание было возвращено в лоно православной церкви, а с 1992 года в нем снова начались богослужения. Храм действительно очень красивый. Он построен в нововизантийском архитектурном стиле и, безусловно, является одной из главных архитектурных жемчужин Риги. Между тем, окружающая листва местами уже намекает на начало октября, и клен, поменявший цвет зеленого на угольно-красный, скоро сподвигнет на такие же поступки соседние деревья. У меня же над горизонтом нарисовалась новая цель в виде остроконечной башенки. Кроме клена в парке имеется фонтан, дорожки, скамейки, короче, все как и обычно. Из необычного, пожалуй, можно отметить научную библиотеку рядом через дорогу, но любоваться ее архитектурой можно и из парка. Ближе к выходу из эспланады имеется памятник с сидящим мужчиной. Это изображение в камне посвящено латвийскому поэту и общественному деятелю Янису Плейкшенцу, более известному под псевдонимом Ранис. А этот дом, построенный в 1881 году, был также спроектирован Янисом Фридрихом Бауманисом. И, наконец, я подошел к вершине архитектурного выражения на бульваре Калпака. Это здание Латвийской художественной академии, построенное в 1905 году по проекту архитектора Вильгельма Бокслофа. Это еще один известный рижский архитектор, активно участвовавший в застройке Риги после сноса укрепсооружений. Изначально в этом здании располагалось коммерческое училище. А вот, кстати, и замеченная из парка башенка. А еще в этом прекрасном здании, кроме духовной пищи, можно относительно недорого прочувствовать вкус материальной пищи в студенческой столовой, который имеет официальное название «Ресторан самообслуживания Гарда Пупа», что в переводе на простой язык означает «шведский стол, но за небольшую плату». Да, столовая открыта для всех желающих утолить свой голод. Рядом с перекрестком с улицы Кришна-Валдемара установлены часы дружбы, подаренные Риге префектуре японского города Коби. Свернув на перекрестке налево, запечатлел работающий фонтан, территориально относящийся к парку Кронвальда. Кстати, данная территория до 1931 года называлась парком немецкого стрелкового общества, в котором изначально члены общества имели возможность пострелять. Я же продолжаю свое движение по Кришна-Валдемара, и сейчас нахожусь на пересечении упомянутой улицы с бульваром Раниса. Кстати, бульвар с таким же названием есть и в Москве. Кстати, в кадре еще один дом, спроектированный Янисом Фридрихом Бауманисом. У него сегодня прям бенефис какой-то. Продвигаясь по Кришна-Валдемару в сторону канала, можно обнаружить еще одно красивое здание, построенное в 1884 году. Его спроектировал архитектор Рейнольд Шмелинг. Прямо за показанным выше зданием начинается городской канал и Николаевский мост, соединяющий между собой отрезки улицы Валдемара. Ну и, наверное, надо сказать пару слов о канале. То, что слово «канал» подразумевает собой искусственно вырытое углубление, знает, наверное, каждый. А вот то, что данная преграда являлась с 1650 года 200 лет крепостным рвом, немногие в курсе. Причем его изначальная ширина составляла 90 метров, а высота вала на его берегу 12 метров. Канал по своей сути является протокой Даугавы, из которой вода в него поступает между центральным базаром и автовокзалом, а впадает обратно в районе пассажирского порта. После сноса крепостных укреплений в 60-х годах XIX века вал был срыт, ров частично засыпан,
а на берегах канала обустроен парк, бродя по которому можно любоваться красивыми зданиями на бульваре Мейровица, понаблюдать за пернатыми водоплавающими, которые давно обозначили канал своим домом и даже забыли, что такое перелеты в жаркие страны, и ощутить свое превосходство в выборе направления движения по сравнению с пассажирами небольших экскурсионных корабликов, снующих по каналу. Между тем, при более внимательной оценке окружающей действительности, обнаружил остроконечный силуэт зеленого цвета, который, разрезая голубое небо, возносит ввысь золотого петушка, и я так понимаю, что это новое направление моего движения. Осталось определиться, в каком месте буду пересекать водную преграду. В этом плане уткам я, конечно, не соперник. Зато вот этот пешеходный мостик отлично подойдет для моей затеи. А канал-то наш с фонтанами. Мостик по факту оказался довольно фундаментальным сооружением, но в качестве наблюдательной площадки он меня не впечатлил. А вон тот понтон, я так понимаю, используется как причал для бороздящих водную гладь канала корабликов. На другом берегу канала находится достопримечательность под названием Бастионная горка. Когда-то на этом месте стоял песчаный бастион, и, как я понимаю, песочный – это название, а не материал, из которого он был сделан. А сейчас здесь простая горка, поросшая деревьями, и с дорожкой, ведущей наверх, с которой, кстати, рабочий спереди сдувает листву. Из-за деревьев тут особо ничего не видно, но вот шпиль, указывающий для меня примерное направление движения, просматривается хорошо. Перейдя бульвар Мейровица, вышел на небольшую площадь, являющуюся по своей сути большим перекрестком. Спереди радует глаз своим окрасом Рэдисон Хотел, а справа у нас вот не стена, а большой вопрос, что это за значки, покрывшие всю ее поверхность. Но, к счастью, есть ответ. Это гербы всех латвийских городов, уместившихся в одном месте. Но вот там спереди имеется круглая башня, которая меня, как исторический объект, интересует гораздо больше. Интересное место, и, честное слово, я здесь никогда не был раньше. Называется это улица Торня, или по-русски Башенная. Она уже является частью Старой Риги. Эта улица образовалась в 17-18 веках, вдоль имевшейся тогда крепостной стены, и изначально называлась улицей Яковлевских казарм. А эта башня, привлекшая мое внимание, является единственным сохранившимся оборонным объектом Рижской крепости. В летописях она впервые упоминается в 1330 году. Тогда она называлась Песчаной. Кстати, сейчас в башне размещен военный музей. А здесь за углом находится единственный сохранившийся участок крепостной стены Рижской крепости. И я должен признать, что стена настолько хорошо сохранилась, что выглядит, как будто вчера построенная. Вот умели же раньше строить? Но на самом деле это отреставрированный участок стены, и он не единственный сохранившийся. И вот в этом месте четко видно, где старая кладка, а где новая. Под реставрацию угодила и башня Рамера, которая была по сути заново воссоздана и сейчас в кадре камеры. А вот еще одно историческое место города Риги. В 1698 году, когда Рига являлась шведской собственностью, в стене жилого дома, пристроенного к крепостной стене, были пробиты новые городские ворота, которые неожиданно остались единственными сохранившимися до наших дней. Самих створок, правда, нет. И, как вещают исторические документы, их в 1926 году арендовало Общество архитекторов Латвии. Это, я так понимаю, улица Шумная. И здесь тоже видно, как много потрудились реставраторы. И вы знаете, в этом месте присутствует ощущение защищенности. Теперь я понимаю разницу в жизни за крепостной стеной или внутри ее границ. Даже несмотря на то, что сегодня основную угрозу можно ожидать с воздуха, от которой никакие стены не спасут, все равно ощущаешь себя как в надежно защищенном бункере. А сейчас в кадре обратная часть крепостной стены, которая в этом месте имеет неглубокие арочные ниши, непонятного для меня назначения. А чтобы старина не надоедала, здесь имеется и современно обустроенное здание. Отштукатуренный дом справа, скорее всего, являлся когда-то складскими помещениями, потому как снизу все входы оборудованы воротами, а сверху имеются вентиляционные окошки со ставнями. Со стороны крепостной стены оборудован более низкий уровень, который, я так понимаю,
как-то связан с имеющейся там дверью, и цифры 13 рядом с ней. Скорее всего, она ведет во вновь отстроенную башню, которую мы с вами наблюдали с той стороны стены. А для того, чтобы любителям погулять вдоль стены в ночное время здесь не было скучно, сюда пустили постоять зеленые привидения, которые, если верить табличке, согласно классификации не очень прозрачных сущностей, является призраком. Я тем временем вышел на улицу Смилшу, где домики уже встречаются постарше. Например, этот особнячок построен в 1794 году в стиле бюргерского классицизма. Улица Смилшу, или по-русски Песчаная, появилась по сути с основания Риги в 13 веке и до 17 века являлась главной улицей города, потому как начиналась от главных крепостных ворот, носивших название Песчаные. Сейчас на ней преобладает застройка 19 и 20 веков, но встречаются единичные представители архитектуры 16-18 столетий. Длина улицы составляет 300 метров с хвостиком, поэтому я довольно быстро дошел до ее конца, где обнаружил два здания с великолепными фасадами. Архитектурное сооружение слева было построено в 1926 году для первого Рижского коммерческого банка. Спроектировал его Пауль Мандельштам. И, как говорится, большое человеческое спасибо за такую красоту. Свернув на улицу Якоба и пройдя по ней 50 метров, увидел справа интересную улицу, которая полностью видна с перекрестка, на котором я стою. Что в принципе неудивительно. Ее длина составляет всего 55 метров, а называется она Малая Шумная улица. На ней имеется один домик, который очень в моем вкусе. Пройдясь до него и оглянувшись, обнаружил тот самый зеленый шпиль, который был выбран мною в качестве путеводной звезды еще возле городского канала. А принадлежит этот шпиль собору Святого Якоба, главной католической церкви Латвии. Дом, рядом с которым я сейчас иду, был построен в 1867 году и изначально назывался Домом Лифляндского рыцарства. После провозглашения первой независимости Латвии данное здание было передано под нужды Латвийского сейма и в этом статусе продолжает находиться и в настоящее время. Поэтому данную часть костела Святого Якоба можно со всем основанием назвать депутатской стороной. Чуть дальше впереди имеется еще один костел, названный в честь Марии Магдалины. А куда идти мне здесь дальше? А то, как говорится, здесь во всех направлениях интересно. Смотрите, какой красивый домик, причем красивый в своей простоте. Я все-таки решил пойти налево, вдоль костела Святого Якоба. Кстати, последний является одним из старейших зданий в городе. По крайней мере, на его фасаде выгравировано число 1225, который является предполагаемым годом его постройки, потому как об этом событии есть соответствующая пожелтевшая бумажка. Да, улица, по которой я иду, называется Монастырская. Данное название у нее появилось в связи с наличием на ней в давние времена женского монастыря. И как вы можете видеть, здесь интересно не только внизу, но и сверху. Монастырская улица упирается в Малую Замковую, на которой прямо на перекрестке расположен архитектурный ансамбль из трех зданий, называемый в народе «Три брата», из которых самым старым является дом, датируемый 1490 годом постройки. На углу Малой Замковой и Малой Мясницкой кто-то оставил свой мотоцикл, причем, судя по отсутствующему сидению, это случилось очень давно. Посчитав данное мотопроизведение намеком свернуть на Мясницкую, я так и поступил. А вот и еще один древний представитель захватывающего способа передвижения с открытым забралом. Я как понимаю, это неожиданная реклама цветочного магазина. Это еще не все. Спереди находится следующий представитель разновидности байка. Но в связи с тем, что он стоит под зазывающей оздоровительной таблеткой с надписью «Бир», то есть пиво, его присутствие здесь можно охарактеризовать как логичное. В этом месте находится крафт-бар, который предлагает пенные напитки исключительно мелких пивоварен и, соответственно, сделанного с душой. После пересечения Замковой улицей Малая Мясницкая повышает свой статус до просто Мясницкая и уходит налево. А с самого узкого, наверное, фасада в Риге на меня смотрит композиция «В ожидании воды».
Снизу здесь находится что-то похожее на рукомойник, в который раньше определенно поступала вода, а сверху размещена скульптура женщины красивых форм и с амфорой, с которой она сюда пришла за водой, но ее ждало разочарование. И куда здесь идти дальше, дядя Игорю? По Замковой улице спереди имеется симпатичная белая церковь с зеленым куполом. Значит, иду на нее. Улица Замковая появилась в Риге в начале XIV века. В настоящее время она соединяет Домскую и Замковую площадь. А свое название она получила как дорога, ведущая к Рижскому замку. Длина улицы составляет 226 метров. И за исключением Малой Мясницкой, примыкающей к ней с правой стороны по ходу движения к замку, остальные 5 улиц примыкают к ней с левой стороны. И в прорезь одной из них можно наблюдать англиканскую церковь Святого Искупителя 1859 года сдачи объекта. А вот эта белая церковь Скорбящей Матери принадлежит римско-католическому направлению христианства и, по сути, объявляет об окончании улицы и начале площади с таким же названием. На дальнем плане, весь такой в светлом, возвышается Рижский замок. Первое упоминание о нем датируется 1330 годом. Но та изначальная версия была полностью разрушена в 1484 году. А данный вариант замка с некоторыми доработками существует с 1515 года. Что касается Замковой площади, то она начала формироваться в конце 18 – начале 19 веков, как результат работы по переустройству местности вокруг замкового рва. Причем за ее основу был взят плац для военных экзерциций, к которому постепенно присоединили другие территории. А так как замок являлся местом прописки губернатора, то вокруг площади были построены дома, которые на тот момент соответствовали основному тренду в стиле архитектуры. Между костелом Скорбящей Богоматери и замком есть короткая улица Долгавас-Гате, и я ее сейчас использую в своих благородных целях. А вы знаете, в этом месте стена замка больше напоминает современное здание, а стариной тут если и пахнет, то только если закрыть глаза. Хотя в целом все аккуратно, и если можно применить такой термин, вылизано. А вот и набережная, где сразу бросается в глаза несуразное здание на противоположном берегу. Это здание Латвийской национальной библиотеки, а данный архитектурный стиль называется «Замок света», и он обошелся латвийским налогоплательщикам 268 миллионов евро. А вот и та самая водная артерия, с которой неразрывно связана Рига, и по сравнению с которой возраст города просто мгновение. В пределах границ Риги ширина Даугавы колеблется от 500 до 800 метров, а глубина составляет 6-7 метров. Река на этом участке является судоходной и позволяет Риге чуть ниже по течению иметь свой порт. Сейчас в кадре Вантовый мост. Он был построен в 1981 году и изначально назывался Горьковским. Следом за ним в кадр влезает еще одна достопримечательность Риги – Саулес Акменс, или Солнечный камень. Данная башня была построена в 2004 году высотой в 120 метров, и в ней расположен главный офис Светбанка. А это уже совсем зеленая салага. Данное колесо обозрения открылось в апреле 2025 года и имеет высоту 65 метров, как и Вильнюсское. Но до Таллинского, установленного на крыше торгового центра, ему, конечно, далеко. Подышав свежим воздухом, у меня есть все шансы продуктивно закончить прогулку по старому городу. В этой стране я уже был, поэтому пойду туда, где я не был. И поможет мне в этом улица Мясницкая. Помните ее возле рукомойника? Улица Мясницкая, или Местнику, стала формироваться в XIII веке, но свое сегодняшнее название она получила в XIV, когда где-то в этом месте обустроили городскую скотобойню. Дома на улице датируются с 17 по 19 века постройки. Понятное дело, что все они пережили в своей жизни не один ремонт, чтобы так позитивно выглядеть в наши дни. А это улица Муку, монашеская. И здесь, надо признать, царит очень душевная обстановка. Деревянные ставни, покрашенные домики, флаги. И все это очень хорошо сочетается в своем цветовом балансе. И для примера видно один из домиков улицы с примыкающего проулка. А вот синий цвет здесь прямо глаза режет, хотя это может быть и голубой. Тогда все в порядке. Я же, используя Замковую улицу, подхожу к Домской площади, перед которой стоит вот этот красивый домяра. Он был построен в 1855 году
для Рижской фондовой биржи. А вот этот объект из красного кирпича, собственно, и дал название площади, который на русском звучит как Домский собор. И, как я понимаю, многих интересует вопрос, а почему Домский? Оказывается, по-немецки «дом» — это собор или дом Бога. Следовательно, перевод на русский как Домский собор полностью некорректен. Правильнее будет говорить Рижский собор. Именно так он звучит по-немецки – Дом Цурига. Соответственно, и Домская площадь также должна звучать как Соборная площадь. Или я не прав? Если копнуть немножко историю, то можно узнать, что Рижский собор был построен в 1270 году и является крупнейшим средневековым храмом Прибалтики. И главной достопримечательностью почему-то считается его орган, установленный в 1884 году и который является самым большим в Балтийском регионе. А здесь, в небольшом сквере из 2 деревьев, приютился одинокий памятник немецкому философу и теологу Иоганну Готфриду фон Гердеру, который несколько лет жил и работал в Риге. К комплексу Рижского собора относится также и вот это здание с флагами, которое является музеем истории Риги и мореходства, а рядом с ним симпатичный дом, в котором главная симпатичность находится над его крышей. Но на самом деле это удачная накладка башни собора на данный ракурс. Я же, продолжая свой обходной маневр, в данный момент использую в своих целях новую улицу. Эта улица возникла в самом конце XVI века, после постройки каменного забора между кладбищем при соборе и городской чертой. То есть то ли слева, то ли справа от этой дороги в средние века существовало кладбище. И похоже на то, что эти красивые дома построены на человеческих костях. И даже возможно, что по ночам здесь ходят неупокоенные души, подвывая ветру в поисках покоя. Еще одна красивая башня высится над крышами, но это, похоже, не церковная. Между тем, чем ближе Соборная площадь, тем больше кафешек появляется на новой улице, что, впрочем, и понятно. В местах с наибольшей плотностью туристов на метр квадратный это нормальное явление. И вот я завершил обход соборного комплекса, и впереди снова маячит популярная у туристов площадь. А во, броненосцы ходят. И, как говорится, вот он, главный центр туристической жизни столицы Латвии. Красивое обрамление площади, замечательный старинный собор, множество кафе и предложений экскурсий по Старой Риге. Поэтому, если вы не местный и в ваших карманах водятся деньжата, welcome to Riga! От площади отходят несколько улочек, из которых вот эта оказалась самой узкой. Она появилась на свет на заре строительства Риги в XIII веке и изначально называлась Кузнечной. Но в XVII веке здесь поселился влиятельный человек по фамилии Розен, и, как водится с давних времен, за выдающиеся заслуги перед Рижским Отечеством улицу переименовали в Розена, представив это событие как самое главное пожелание местных жителей. Причем последние метры этой улочки выглядят весьма исторически. Многочисленные изделия из дерева представляют собой предметы обихода из давно прошедших дней, а висящие вымпела с имеющейся на них геральдикой навевают почему-то ощущение праздника. И даже стоящий рядом палач не является лишним в этом средневековом месте. И лишь представители коммунальных служб возвращают нас к сегодняшней реальности. Я же свернул на маленькую улочку Крамер, которая, судя по картинке впереди, ведет на какую-то площадь, на заднем плане которой виднеется еще один символ Риги – церковь Святого Петра. Данный объект впервые упоминается в хрониках в 1209 году и пользуется повышенным спросом у туристов, благодаря своей наблюдательной площадке, которая находится на высоте 72 метра. И, как говорится, у нас есть возможность в этом убедиться. Полюбовавшись башней Святого Петра, повернул на улицу Тырганю, или Купеческую. Эта улица известна с начала XIV века, и на ней, как вы уже, наверное, догадались, жили купцы со своими семьями. А вот этот дом справа, построенный в 1698 году, является старейшим в этом месте. И, как вы можете видеть, со временем улица не изменила своего духа, и, судя по многочисленным магазинам, боги торговли Гермес и Меркурий продолжают царить в этом месте. Между тем я, пользуясь самым экологическим видом передвижения под названием ноги, сменил свою локацию на улицу Шкюню, или Амбарную, где меня очень заинтересовал вот этот дом 1901 года постройки в стиле рижского модерна.
Раньше я даже не знал, что являюсь ярым сторонником этого архитектурного стиля. Амбарная улица изначально называлась Сапожной и являлась одной из центральных улиц немецкого поселения под названием Рига, начиная с XIII века. На пересечении с улицей Кальку и Звездковой стоит очередной архитектурный шедевр, из полусотни как минимум сегодня видимых мною. Продолжая движение по улице Шкюню, в кадр опять попала церковь Святого Петра. Все-таки 124 метра в противоположную сторону от ядра Земли что-то да значит. А вокруг сплошное предложение мест для остановки, где за кружкой кофе или другого пенного напитка можно откорректировать маршрут своего движения по Старой Риге. Я, конечно, удивляюсь тех людей, которые заявляют, что в центре Риги смотреть нечего. И вот случилось. Кирха Святого Петра попала на экран в полном размере. Причем именно ее нижняя часть датируется XIII веком постройки. А вот что касается башни, то она появилась на свет в сегодняшнем виде в XVII веке, благодаря мастеру строительных дел Руперту Бинденшу. Спереди снова виднеется сооружение, похожее на церковь. И когда-то это здание действительно было орденской церковью Святого Георгия. Она появилась на свет в начале XIII века, но с XVI ее перестали использовать в качестве культового сооружения. В данный момент ее здание занимает Музей декоративного прикладного искусства. Я же, между тем, достиг перекрестка с улицы Яня. Заглянув в нее, сразу вынес вердикт. А ничего такая. И прошел мимо, потому как часы пропикали, что пора закругляться и топать в сторону вокзала. Поэтому сейчас буду выбирать только улицы, ведущие в нужном направлении. И улица Аудею, бывшая Бобровая, будет весьма кстати. Эта улица возникла в Риге в XIV веке и также является неотъемлемой частью старого города. И как бы понимая, что хорошая картинка мне больше не нужна, кто-то наверху отдал приказ закрыть солнечное окно, и на меня обрушился дождь с градом, прекратившийся только при выходе на улицу 13 января. В этом месте уже нет уюта узких улиц, зато появилась панорама дальнего вида, которая позволяет увидеть высотное здание Академии наук Латвии, построенное в стиле сталинского ампира в 1958 году, с действующей высотой 108 метров. А это городской канал, виденный нами ранее, но его вода в этом месте только начинает свое течение по границе Старой Риги. Этим подземным переходом я пользовался еще в студенческие годы, и такое впечатление, что ничего не изменилось. Хотя нет, вру. Раньше здесь народу было не протолкнуться, а сейчас, как везде по Латвии, только чистый воздух. И вот я уже на привокзальной площади, и пора сказать Старой Риге «Auf Wiedersehen» и «Uzredzēšanās». И как бы там ни было, всем спасибо за просмотр и до новых встреч!